Привет, Арми. Сегодня мы поговорим о том, что одновременно согреет ваше сердце и вызовет мурашки по коже, о последнем прямом эфире на Weverse от Ким Тэхёна, также известного как Ви, из BTS. Этот эфир полон историй, смеха и эмоциональных моментов, которые заставят Арми по всему миру улыбнуться. Давайте посмотрим полную историю здесь. Ким Тэхён, более известный под сценическим псевдонимом Ви из BTS, недавно провел прямой эфир на Weverse, который сразу же стал хитом среди Арми по всему миру. Трансляция была теплой, полной смеха и личных историй, которые раскрывали более интимную сторону Тэхёна. Как обычно, каждый раз, когда Тэхён появлялся на экране, атмосфера была разной, успокаивающей, но при этом энергичной. Трансляция началась с того, что Тэхён выглядел расслабленным, в повседневной одежде, без макияжа и с легкой улыбкой, которая сразу же расположила фанатов к себе. Он поприветствовал всех своим фирменным низким голосом «Привет всем, давно не виделись», помахав рукой. Это простое приветствие тут же заполнило раздел комментариев тысячами сообщений с тоской от Арми. В начале трансляции Тэхён рассказал, как сильно он скучает по личному общению с фанатами. Он признался, что, несмотря на занятость в различных личных делах и проектах, всегда старается найти время, чтобы просто поздороваться с Арми. «Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя отстраненными, поэтому я пришел сегодня вечером, чтобы мы немного пообщались», — сказал он. После этого Тэхён начал рассказывать о своем распорядке дня. Он поделился, что теперь его распорядок дня состоит из упражнений, чтения книг и прослушивания музыки. Он признался, что в последнее время чаще слушает джаз и классическую музыку, потому что они успокаивают его разум. «Мне нравится музыка, которая успокаивает сердце, возможно, потому что сейчас я стараюсь больше заниматься самоанализом», — сказал он. Тэхён также поделился историями о времени, проведенном с его любимой собакой Йонтаном. Он рассказал, что Йонтан всегда был его постоянным спутником дома, составляя ему компанию, когда тот чувствовал усталость или скуку. Он даже имитировал тихий голосок Йонтана, словно протестуя из-за того, что Тэхён слишком занят. Этот момент рассмешил фанатов своим забавным выражением лица. Во время трансляции Тэхён также рассказал, что пробует новые хобби, такие как фотография и живопись. Он рад возможности реализовать свой творческий потенциал за пределами музыки. «Я думаю, каждому нужно что-то, что дарит ему свободу. Для меня живопись и фотография – это новый путь к самопознанию», – пояснил он. Помимо обсуждения своих увлечений, Тэхён также немного рассказал о своей музыке. Он сказал, что все еще пишет тексты песен и исследует новые звучания. Хотя он не раскрыл подробностей, этого было достаточно, чтобы заинтересовать фанатов его творчеством. «Не могу обещать, когда, но я хочу подарить вам что-то прекрасное», — сказал он. Фанаты также спрашивали о его отношениях с другими участниками BTS. С радостным выражением лица Тэхён рассказал, что до сих пор часто общается с Чингуком, Чимином и другими участниками группы. Он даже пошутил, что Чингук часто пристает к нему в чате, чтобы отправить случайные эмодзи. «Иногда я путаюсь, но это же Чингук», — сказал он со смехом. Тэхён также признался, что часто вспоминает ранние дни дебюта BTS. Он сказал, что долгий путь BTS научил его многому, что такое упорный труд, дружба и преданность. Он также поблагодарил A.R.M.Y за то, что они всегда были рядом, даже когда каждый из участников был занят своими делами. Атмосфера стала еще более эмоциональной, когда Тэхён признался, что скучает по концертам с A.R.M.Y. Он сказал, что до сих пор чувствует энергию фиолетового океана каждый раз, когда закрывает глаза. Это воспоминание никогда не сотрется. «Надеюсь, мы когда-нибудь снова сможем пережить это вместе», — искренне сказал он. Примечательно, что Тэхён также читает некоторые комментарии A.R.M.Y. Он посмеивается, когда находит забавный комментарий, и часто отвечает коротко, например, «Я тоже по тебе скучаю» или «Да, я поел». Эти простые диалоги кажутся очень интимными, потому что показывают, что он искренне заботится о своих поклонниках. Затем Тэхён рассказал о своем здоровье. Он заверил A.R.M.Y, что с ним все в порядке, хотя иногда чувствует усталость из-за плотного графика.
Однако он подчеркнул важность поддержания баланса между телом и разумом. «Я также хочу, чтобы вы заботились о своем здоровье. Не забывайте хорошо питаться и высыпаться», — сказал он, словно советуя близкому другу. В какой-то момент Тэхён показал чашку чая, которую он пил. Он сказал, что теперь предпочитает теплые напитки, потому что они расслабляют. «Знаете, такие мелочи могут сделать меня счастливым. Иногда мы слишком зацикливаемся на чем-то важном, но счастье может прийти и от теплой чашки чая», — сказал он с улыбкой. Один из самых очаровательных моментов был, когда Тэхён пел. Хотя это было всего несколько куплетов, его мягкий голос сразу же вызвал неистовое восхищение ARMY в комментариях. Он смущенно улыбнулся после исполнения, а затем сказал: «Ах, я не готов к сегодняшнему концерту, но вы, ребята, всегда меня подталкиваете». Трансляция стала еще более захватывающей, когда Тэхён начал рассказывать о своих мечтах на будущее. Он сказал, что помимо музыки хочет исследовать больше видов искусства, включая актерское мастерство. Он добавил, что актерское мастерство дает ему новые вызовы и помогает развиваться. «Я хочу попробовать все, что может мне помочь», — с энтузиазмом ответил он. Фанаты также просили порекомендовать фильмы. Тэхён упомянул несколько классических фильмов, которые недавно посмотрел, и призвал ARMY посмотреть их. «Если будет свободное время, посмотрите этот фильм, я уверен, вам понравится», — сказал он, игриво приподняв брови. По мере продолжения трансляции Тэхён шутил все больше. Он подражал манере речи нескольких участников группы, особенно Чимина, которого, по его словам, было проще всего имитировать. Фанаты тут же засыпали комментариями, говоря «мило» и «очаровательно», потому что его мимика была поистине забавной. На вопрос о его привычках сна Тэхён ответил просто, что он часто долго спит, потому что много думает. Однако он добавил, что чувствует умиротворение, слушая музыку перед сном. «Музыка – лекарство для моей души», – тихо сказал он. Один из самых трогательных моментов был, когда Тэхён говорил о значении ARMY в его жизни. Он сказал, что ARMY – это причина, по которой он продолжает бороться, причина, по которой он постоянно улыбается, и причина, по которой он никогда не чувствует себя одиноким. Эти слова побудили тысячи фанатов завалить комментарии плачущими эмодзи. Тэхён также игриво позировал перед камерой. Он закрыл лицо руками и застенчиво улыбнулся, сказав: «Мне стыдно, когда люди продолжают смотреть на меня вот так». Но было очевидно, что он получает истинное удовольствие от общения. Один из фанатов попросил Тэхёна подражать голосу мультяшного персонажа, и тот с готовностью это сделал. Результат рассмешил всех, потому что звучало уморительно. Этот момент еще больше усилил впечатление, что трансляция была не формальной, а скорее спонтанной. Затем Тэхён обратился к ARMY с коротким мотивирующим посланием. Он сказал, что жизнь не всегда легка, но всегда есть причина продолжать идти вперед. «Не будьте слишком строги к себе, вы сделали все, что могли», — сказал он. Он также рассказал о дружбе. По его словам, настоящие друзья — это те, кто принимает нас такими, какие мы есть. Он подчеркнул, что в жизни качество отношений гораздо важнее количества. Это послание прозвучало как отражение его собственного жизненного пути. В конце трансляции Тэхён ответил на вопрос о том, чувствует ли он себя когда-нибудь одиноким. Он честно признался, что иногда да, но ARMY всегда напоминает ему, что он никогда не бывает по-настоящему одинок. «Всякий раз, когда мне становится пусто, я думаю о вас», — сказал он. Прежде чем завершить трансляцию, Тэхён еще раз поблагодарил всех фанатов, которые нашли время быть с ним в тот вечер. Он сказал, что присутствие ARMY было величайшим подарком в его жизни, и пообещал всегда стараться изо всех сил. В заключение он сказал: «Я люблю вас», сложив пальцы в форме сердца. Этот простой жест вызвал поток комментариев от поклонников, полных любви. После этого Тэхён несколько секунд молча сидел, словно не желая отходить от экрана. Он посмотрел в камеру с теплой улыбкой, словно желая увековечить лица ARMY в своей памяти. Это трогательная история с Weverse Life Ким Тэхёна, которая помогла ARMY по всему миру почувствовать себя ближе к нему.
Надеюсь, этот момент послужит напоминанием о том, насколько особенно отношения между Ви и Арми. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить другие захватывающие истории о BTS. Увидимся в следующем видео, Баурха. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.